Привет всем! Сегодня будем делать сосиски молочные. Быстренько их сварганим. Но почему быстренько? Потому что у меня уже есть заготовки. Заготовки я делаю заранее. Это свинина, говядина. Пропорции здесь соблюдены те, которые мне нужны для сосисок. В сосиске на одну порцию идет 300 грамм говядины и 650 грамм свинины. Свинину я делаю из грудинки, я ее жилую, потом пропускаю через мясорубку с решеткой в 3 мм, делаю фарш и засаливаю на 2-3 дня. Соль я беру пропорция 10 нейтритки, 10 поваренной. Также я делаю и говядину жилую, пропускаю через мясорубку, соль 10 и 10, и также у меня засаливается 2-3 дня. Дальше все это отправляю в морозилку, и когда вот по необходимости мне надо, как вот сейчас, я достаю и использую. Итак, сначала мы загружаем в кутер говядину. Специи я заранее приготовил, то есть все размельчил, смешал, то есть они у меня готовы. Сейчас мы разбиваем в говядину, которую порезали кусочками и уже находится в кутере, разбиваем 4 яйца. Молоко я тоже взял из морозилки, чтобы оно было подмороженным. И высыпаем специи наши. Дальше берем и включаем кутер. И постепенно увеличиваем обороты до максимальных. В процессе замеряйте температуру, чтобы она не превышала 12 градусов. Так. Эмульсия из говядины у нас уже взбита. Теперь добавляем свинину равномерно. И поскольку я молоко разбиваю на две части, чтобы кутеру было легче работать, первые 250 мл я залил, теперь вторую часть 250 мл. Скорость на старте немножко уберем, а потом добавим. Когда делаете эмульсию, если видите, что кутеру тяжело работать, долейте немножко молока. То есть, чтобы не напрягать сам кутер, чтобы он легче сбивал эмульсию, можно долить немного молока, там миллилитров 100-150. Почему стараюсь меньше
добавлять молока. Почему? Потому что делаю без фосфатов, чтобы сама структура потом сосиски была плотная. Осталось самое веселое и простое. Это набить нашу эмульсию в оболочку сосисочную. Все, сосиски мы наши навязали. Все, что у нас осталось в шприце, в цевке, это я потом выберу, сделаю небольшие котлетки себе быстренько. Сразу же. Ну, у меня такая привычка, то есть я пальцем деланную колбасу особо не люблю набивать. И все, что эмульсия остается, проще сделать, выбрать и сделать пару котлеток. Так, а теперь процесс варки. Все будем отпускать и варить. Итак, вот наша кастрюлька, в которой вставлен щуп от одного контроллера температуры, вернее термометра. Сейчас в кастрюле у нас 75 градусов, а варится при температуре 75-83 градуса. У меня ограничение стоит на 83. Щуп сразу в сосиски вставлять не будем. И прижимаем крышкой таким образом, чтобы все наши сосиски были полностью погружены в воду. И буквально через 7-8 минут я вставлю щуп, чтобы четко отслеживать температуру внутри сосисок. Прошло 7 минут. Эмульсия уже схватилась, и вставляем в щуп. Итак, щуп был вставлен. Через 7 минут сосиски варились 12 минут до температуры 71 градус внутри. Вытаскиваю щуп. И будем вынимать наши сосиски. Ну что, пробуем. Сосиски наши остыли. Давайте попробуем. Чистятся хорошо. Плотненькие. На вкус обалденные. То, что надо. Домашние сосиски. Так, сейчас главное остановиться. Давайте еще попробуем. Класс. И не надо в магазин ехать. Нужно все сделать дома. А всего-то потратил 2,5 часа. И домашние сосиски, вот они.